Шорты – это отличный вариант одежды, который можно носить не только на улице, но и дома. Как же их сшить? Привет-привет! Добро пожаловать на канал Просто Шьем. Сегодня мы будем шить шорты. Шорты льняные, на резинке, с накладным карманом сзади, карманами в шве по бокам, в завязках. Шьем? Подготовим ткань, постираем, высушим, погладим. Возьмем выкройку свободных брюк, обрежем по колено. Раскроим и получим детали. Передние половинки брюк, к задней половинке брюк, накладной карман, детали карманов во шве. Обметаем все детали, чтобы нам не мешало это при шитье. Укрепим детали срезов клеевым дублерином. Теперь к сборке. Сборку всегда начинаем с мелких деталей. Выполним накладной карман. 6 шагов. Первый согнем. Второй укрепим. Третий выполним шов. Четвертый вывернем. Пятый загнем со всех сторон. Проверяем всегда расстояние. Сделаем аккуратные углы. Шестой выполним шов. Вот такой аккуратный накладной карман у нас получился. Прошьем накладной карман. Теперь закрепим. В местах закрепок приклеим клеевой дублерин. Выполним закрепки. Аккуратный, красивый накладной карман готов. Выполним карман во шве. Тут у нас 4 шага. Первый соединим детали только в месте входа в карман. Второй заучужим шов. Сделаем перекат. Третий проложим шов крупными стежками, так мы защитим карман от выворачивания. Четвертый соединим с задней половинкой брюк в месте входа в карман. Карман во шве практически готов. Полпути прошли, полпути впереди.
Если вам нравится видео, поставьте, пожалуйста, лайк. Для меня это очень важно. Так я знаю, что видео действительно вам понравилось. Продолжим. Соединим заднюю и переднюю половинку брюк везде, кроме места входа в карман. Заутюжим швы. Выполним закрепки. Соединим детали. Разутюжим швы. Соединим детали. В этом месте стараемся, чтобы все швы пересеклись в одном месте. Так будет красивее всего. Осталось выполнить пояс и подгиб низа, совсем немножко. Возьмем резинку нужного размера. Соединим с верхом изделия равномерно. Подогнем один раз и выполним строчку. Пояс на резинке готов. Сделаем завязки. Возьмем полоску шириной 3 см. Согнем полоску пополам. Потом бока внутрь пополам. Выполним строчку. Выполним петли. Вденем шнур. Пояс готов. Обрежем низ на нужную высоту. Подогнем. Проложим строчку крупными стежками, потому что крупные видимые стежки выглядят лучше. Шорты готовы, свободные, удобные. Спасибо вам большое, что посмотрели видео. Если у вас остались какие-либо вопросы, самые незначительные, обязательно их задайте. Постараюсь ответить на все. А если у вас есть какие-то предложения, что бы вы еще хотели увидеть, то я бы хотел это услышать. Пока-пока.